Всем халё! Поздравляю вас всех с наступающим праздником, Днем Святого Валентина. Желаю всем любви, мира, благополучия, счастья и исполнения всех ваших желаний. Сегодня хочу показать вам, как связать крючком сердечко. Самое простое, самое легкое, с которым справится даже ребенок. Его можно использовать как декорацию, как амулет, как украшение для одежды, для стола и для всего, для чего подскажет вам ваша фантазия. Желаю вам удачи. Начинаем работу. Я беру нитку. Это полиэстер. Полиэстер. 100%. Вот такой фирмы. Ну, собственно, это особо значения не имеет. Красная нить и крючок 3,5 миллиметра. Итак, приступаем. Формируем петлю и делаем первую петельку нашего вязания. У нас будет круговое вязание, всего 2 ряда. Итак, первый ряд. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы сформировали половинку нашего сердечка. Ниточку можно чуть-чуть подтянуть. Для удобства отмечаем эту половинку булавочкой. Закрепляем булавочку. Над нашей последней петелькой. Вот это серединка нашего вязания. Далее провязываем одну воздушную петлю. Перевернем, чтобы не мешало. Одну воздушную петлю и опять 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот что у нас получается. Собственно говоря, это уже формирование сердечка. Теперь вот в середину нашего круга провязываем одну соединительную петлю. И далее еще одну соединительную петлю провязываем вот в этот краешек первого нашего столбика. Вот в самый краешек.
Если не продевается, трудно продеть крючок, вы можете взять тоненький крючок и оттянуть вот этот краешек, чтобы вам было легко войти в эту петельку. И делаем еще одну соединительную петлю. Вот таким образом мы формируем углубление в нашем сердечке. Следующий ряд. В первый столбик, в первую петельку провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же 2 и сюда же 3. В следующую петельку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Вот таким образом мы сформировали ушко нашего сердечка. Дальше мы вяжем обычные столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая петелька у нас там, где у нас булавочка. Отмечена это серединка нашего сердечка. Сюда мы провязываем 1 столбик без накида. Вот так. 1 воздушную петлю. И в эту же петельку провязываем еще 1 столбик без накида. Булавочка немного мешает, но зато теперь у нас все правильно сформировано. Мы сделали углышек. И далее мы вяжем опять 5 столбиков без накида в каждую петельку предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5. Правильно ли я сделала? 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. В следующую петельку мы провязываем 2 столбика без накида. И в следующую 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Как видите, все элементарно просто. И завершаем наше вязание, провязав в самую серединку соединительную петлю. И подтягиваем ее. Вот таким образом у нас получается сердечко. Завершаем
наше вязание. Ниточку продеваем в петельку и затягиваем ее. У нас получается круглая дырочка внутри. Если вы хотите, можете оставить таким образом. Либо подтягивая первую внутреннюю ниточку, которая у нас создавала первую петельку, мы можем изменить размер сердечка. Я затяну ее полностью до конца. Вот такое сердечко у нас получается. Вы можете еще сильнее затянуть, как вам больше понравится. Расправляете его. Ниточки тоненьким крючком прячем в наше вязание. Аккуратно делаем. И вторую. Вот такое сердечко у нас получается. Вы можете его прогладить с изнаночной стороны. Если вы возьмете хлопчатобумажные нитки, то тоже получится хорошее сердечко в зависимости от толщины нити. Вы можете сделать, собственно, из любых ниток, хоть хлопок, хоть шерсть, хоть полиэстер, акрил. Любая нитка подойдет. По этой схеме 2 ряда у вас получается вот такое простое, легкое вязание сердечко. Как я уже говорила, использовать его можете куда вам больше понравится. Я придумаю варианты, куда можно его применить и как обыграть, и сделаю дополнительные фотографии. Желаю вам успеха. Удачи!